Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 17 марта, пятница. И должен вам сказать, я долго ждал этого дня. И мы с вами его обсуждали, насколько он будет важен. Наконец-то Международный уголовный суд в Гааге вынес решение и выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в Российской Федерации Марии Львовой Беловой. То есть оба они обвиняются в том, что несут персональную уголовную ответственность в военном преступлении, коим является похищение и депортация детей. Выступая по этому поводу, представитель Международного уголовного суда заявил, что это тяжкое уголовное преступление, поскольку дети пользуются особой защитой закона, должны в любой стране, а что касается международного права, так это в особенности. Украинская сторона насчитывает более 16,5 тысяч детей, похищенных Российской Федерацией на территории Украины и насильственно депортированных в Россию. Международная Организация защиты прав человека приветствовали это решение Гаагского суда и отметили, что это является первым и важным шагом на пути прекращения безнаказанности Российской Федерации, лично Путина, в совершении военных преступлений в Украине. Так, чтобы более понятно уяснить, что произошло и что после этого будет, дам вам краткую справку, что Международный суд Гааги был основан Римским статутом, который в настоящее время подписали и ратифицировали 123 государства. Российская Федерация заявляет, что не является участником этого суда и не принимает его решения, не признает. Тут гораздо сложнее история, чем это сейчас пытается представить Кремль и Москва, поскольку Россия первоначально подписала этот статут и признала полномочия, юрисдикцию Гаагского суда. Но потом, если не ошибаюсь, в 2016 году, после уже агрессии 2014 года, Международный суд рассмотрел действия Кремля в Крыму и пришел к выводу, что там имело место не добровольное, там волеизъявление местного народа, а вооруженный конфликт, как там было написано, имело место столкновение, то есть суд остановился так осторожно, не заявив, что это была агрессия, что Россия напала на Украину и аннексировала территорию. Просто речь пошла о том, что это вооруженный конфликт. И в ответ по поручению Путина российский МИД направил уведомление генеральному секретарю ООН о том, что Россия отзывает свою подпись из-под Римского статута и более его не признает. Но это не спасает Россию от последствий сегодняшнего решения. Выступая и объясняя это решение Международного суда, его представитель подчеркнул, что судьи, вообще состав обоснования выдачи ордера на арест Международный суд обычно пытается делать в секретном, конфиденциальном порядке, чтобы избежать того, чтобы жертва этого преступления понесла дополнительный ущерб. Но в данном случае это было обнародовано для того, чтобы приостановить, не допустить дальнейшее совершение этого преступления. При этом представитель суда подчеркнул, что суд выносит это решение, он может рассматривать дело, принимать решение по существу, но у него нет в распоряжении исполнительных органов, нет шерифов, которые поедут, там где-нибудь арестуют Путина, притащат его в Гаагу. Эта обязанность возлагается на государства, участники Римского статута,
коих является, как я вам сказал, 123 государства, и их правоохранительные органы. Именно они должны где-то захватить Путина или арестовать его должным соблюдением должной процедуры и доставить в Гаагу. Но Путин, как мы знаем, стремился войти в историю, и на этот раз он точно вошел, потому что в истории было всего 3 случая, когда в отношении действующего президента было принято решение и выдан ордер на его арест. Среди предшественников Путина суданский президент, бывший Омар аль-Башир, а также ливийский лидер Муаммар Каддафи. Оба они закончили плохо. Каддафи находился под этим ордером, по-моему, лет 8, пока, значит, он не закончил так, как он известно закончил. Аль-Башир, против него в отношении него ордер был вызван, выдан, если я не ошибаюсь, в 2008 году. Его обвинили в преступлениях против человечества, затем в массовых убийствах, и агрессии там не было, массовых убийствах и по-моему, терроре против собственного населения. Вообще, нужно сказать, что суд имеет право рассматривать дела только в том случае, если преступление совершено на территории страны-участников этого, значит, Римского статута, или же преступление совершено государством или гражданином государства, который признает, значит, Римский статут и полномочия Гаагского суда. В данном случае юридические полномочия на преследование Путина и Российской Федерации в его лице основаны на том, что Украина попросила Верховный Гаагский суд расследовать это дело и принять его к производству. Но вот на основании этого, это юридическое основание стопроцентное, суд и вынес это решение. Ну, понятно, что Российская Федерация заявила, что не признает этот суд, не признает эти решения, но вряд ли это поможет Путину. Потому что, первое последствие, которое, несомненно, для него будет. Он теперь стал изгоем в глазах достаточно влиятельных международных организаций в защиту прав человека, такие как Amnesty International и Human Rights Watch. Human Rights Watch уже заявила о том, что Путин теперь должен быть подвергнут аресту и должен предстать перед судом, так или иначе. Ну и вот влияние этих организаций на выполнение или невыполнение, на судьбу вынесенного ордера на арест, как достаточно ясно прослеживается на судьбе бывшего президента Судана Аль-Башира. После того, как был выдан на него этот ордер, он посетил всего несколько стран. Причем все эти страны были в основном изгои. В основном все они были в Африке. На африканском континенте, пожалуй, была единственная страна, которая не являлась изгоем – это Египет. По поводу его визита туда была масса шума на международной арене. Ну, в общем, да, и Китай. Китай, который никогда не подписывал, никогда не ратифицировал Римский статут. Один из китайских лидеров, не помню кто лично, но встречался с Аль-Баширом. Ну, закончилось все это дело тем, что он был, в конце концов, свергнут. И сейчас, если я не ошибаюсь, он еще жив, находится под домашним арестом. То есть, когда Международный суд принимает такое решение, это до конца жизни этого человека. Или он будет привлечен к суду в Гааге,
или он будет жить до конца своей жизни как изгой. Плюс он превращается в изгоя в своей собственной стране, потому что возникает опасность для него, что он, как Милошевич, будет выдан своими бывшими подельниками для того, которые захотят таким образом спасти свои шкуры. Но это вариант Емельяна Пугачева, которого его же подельники заковали в кандалы в одно прекрасное время, посадили в клетку и привезли в качестве подарка Екатерине II. Вот теперь до конца жизни Путин и должен жить в состоянии, когда он будет опасаться, что в зависимости от развития внутриполитической ситуации в России, которая пока не предвещает ничего хорошего, его друзья могут вот таким образом купить себе индульгенцию на спасение личное, физическое, на спасение своих капиталов. Вообще, я несколько удивлен, что против Путина выдвинуто обвинение лишь в отношении депортации, то есть военного преступления. Одного из видов военного преступления – это похищение и депортация детей, потому что, в принципе, полномочия суда по рассмотрению дел достаточно ограничены. Он рассматривает дела такие, как геноцид, преступления против человечества, военное преступление и преступление под названием агрессия. То есть военное преступление налицо. Путин уже в полшаге от того, чтобы по суду быть признанным военным преступником. Но он уже подозреваемый военный преступник. Почему против него не выдвинули обвинение в преступлении под названием агрессия? Но это вопрос. Я могу это объяснить только тем, что если бы против него было бы таким образом выдвинуто, значит, вот это обвинение как агрессора, то это совершенно сделало бы его и Россию полным изгоем в международных отношениях. Это бы потребовало чуть ли не насильственного прерывания всех связей России, в том числе экономических, с другими странами, прежде всего такими странами, как Китай и Индия. Это было бы трудно осуществить, во всяком случае, непросто. Возникли бы противоречия в лагере противников или потенциальных противников, или нейтральных стран по отношению к России. Короче говоря, вместо положительного результата это могло привести к тому, что возникли бы трещины в антипутинском фронте. Видимо, только по этой причине это обвинение не было вынесено, хотя похищение, депортация детей – это тоже военное преступление. Что, обращая на себя еще это внимание, что решение это принято буквально за несколько дней, считанные дни до понедельника следующей недели, когда ожидается визит Си Цзиньпина в Москву. То есть товарищ Си его явно подставили. Хотя, повторяю, Китай не является подписантом и никогда не ратифицировал Римский статут. И в случае с Аль-Баширом он проигнорировал ордер на арест суданского лидера. Но, тем не менее, сейчас ситуация для Китая другая. Он пытается представить себя таким благополучным, добросовестным и членом международного сообщества с очень хорошими манерами, то есть намерениями, и встречаться с человеком, который обвинен в военных преступлениях, причем таких совершенно некрасивых, как похищение, массовое похищение людей, это, конечно, для товарища Си Цзиньпина неприятная неожиданность. Вторая интересная новость, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это решение Турции одобрить вступление Финляндии в НАТО. Об этом заявил Эрдоган. Он сказал, что
подано соответствующее motion или подано соответствующее прошение или документ в парламент страны, который должен принять это решение, одобрить вступление Финляндии до очередных выборов в Турции, которые намечены, если я не ошибаюсь, в мае месяце. Со Швецией ситуация пока все та же, без особых изменений. Вы знаете, в чем проблема. Турция обвиняет шведские власти в пособничестве представителям рабочей партии Курдистана. Те отрицают это. Ну, в общем, ситуация без движения. То ли туда, то ли сюда. Но надо сказать, что само вступление Финляндии – это очень серьезный шаг вперед, поскольку колоссально увеличивается продолжительность границ Российской Федерации с блоком НАТО от Балтийского моря и вплоть до Северного полюса. Это критически важное место для России, потому что я вам когда-то рассказывал, что накануне крупной ядерной войны, если к такой будет начата подготовка, все российские подводные лодки, ракетоносцы стратегические, должны быть накануне выведены из северных своих портов, район Мурманска, Североморска, Кандалакши, и через так называемый треугольник они должны быть выведены в Атлантический океан или под льды Северного Ледовитого океана. И вот для НАТО это самое было уязвимое место. Они должны следить за вот этим узким достаточно проходом, по которому должны следовать российские подводные лодки. Ну и вступление Финляндии значительно упростит эту процедуру. Кроме того, финская армия считается великолепно оснащенной, великолепно подготовленной. Ну и Петербург будет совершенно близко в поле досягаемости ракет, авиации стран НАТО. Комментируя это решение Турции, представитель Финляндии подчеркнул, почему вообще Финляндия решила прекратить свой многолетний нейтралитет, традиционный, я бы сказал, нейтралитет, и вступить в НАТО. Потому что, по его словам, НАТО граничит с непредсказуемым, проще говоря, придурковатым соседом, и с которым нельзя разговаривать по-человечески, надеясь на его добрую волю и вменяемость. Нужно действовать или иметь всегда позицию силы, которой можно было бы вести свои отношения с этим придурковатым государством. Очень интересная информация тоже касается антипутинского фронта, который Соединенные Штаты и союзники западные пытаются всяческим образом, всеми возможностями расширить. И одним из ключевых государств в этом отношении, кроме Китая, вторым является, как вы знаете, Индия, один из основных сейчас потребителей российской сырой нефти и нефтепродуктов. Так вот, наконец-то Соединенные Штаты назначили своего посла в Индию, которого там не было 2 года, с 2021 года. Это самый длительный период без посла пожалуй, за все время с момента, когда Индия приобрела свою независимость. То есть считается, что это важный шаг. Второй важный шаг. Сенат Соединенных Штатов одобрил территорию, то есть он одобрил индийскую трактовку границы, которую Индия имеет с Китаем, и по поводу которого там некоторые территории являются спорными. Спор между ними ведется несколько десятков лет. Это территория, которая называется Южный Тибет, в горах. Там дорога проходила, или сейчас проходит, я не знаю,
какое ее состояние сейчас, но несколько лет назад там были реальные военные вооруженные столкновения между двумя странами. Ни одна из них не уступала и не собирается уступать. Это вот к предстоящему разговору Зеленского с Си Цзиньпином, где Си Цзиньпин наверняка будет пропагандировать свой документ из 12 пунктов о урегулировании войны в Индии, в Украине. Так вот, ему всегда можно напомнить, что там речь идет совсем о нескольких, я даже не знаю, есть ли там километры квадратные вот этой спорной территории. Тем не менее, спор длится достаточно долго и очень ожесточенный спор. Каким образом Китай собирается уговорить Украину пожертвовать хоть какой-то частью своей территории для наступления, как китайцы говорят, мира, я себе, откровенно говорю, не представляю. Еще одна важная информация. Назначен царь по России, следовательно, по Украине в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов. Это, царь – это, естественно, условное наименование. Эта должность называется главный советник президента Соединенных Штатов по России или специальный помощник президента и старший директор Совета национальной безопасности США по России и Центральной Азии. На эту должность назначен Николас Берлинер, карьерный дипломат из Госдепартамента, он вообще вышел, назначен на эту должность по рекомендации Виктории Нуланд, которую считает ястребом, здесь в Вашингтоне считают ястреб или представителем ястребиной линии в отношении Москвы и Путина. И вот она рекомендовала этого человека на эту должность. Дипломатией занимается он очень давно. Занимался он ею и при администрации Трампа. И помните этот памятный визит, памятная встреча в Хельсинки между Трампом и Путиным? Памятна она оказалась по многим параметрам. Во-первых, накануне, готовясь к этой встрече в Хельсинки, Трамп с удивлением открыл, ему помощники сказали, для него это было откровение, что Финляндия и Хельсинки – Финляндия независимое государство, а Хельсинки – это не город в рамках Российской Федерации. До этого он этого не знал. И на меня большой эффект произвело окончание встречи 1 на 1, на которой настоял Трамп, он и Путин. И там были только переводчики с двух сторон, после которого Трамп вышел как побитый бобик. А у Путина был такой вид, такая ухмылка, как будто он совершил какой-то акт садомазохизма в отношении Трампа. И после этого Трамп там плел о том, что он больше верит Путину, в том, что он не вмешивался, и российские спецслужбы не вмешивались в президентские выборы США 2016. Это вопреки тому, что говорил Трампу все разведывательное сообщество США. То есть он поверил Путину больше, чем всему разведсообществу своей собственной страны. Так вот, этот Берлинер, нынешний, теперь главный директор СНБ по России, готовил так называемые talking points, то есть то, о чем должен говорить и как должен говорить Трамп на пресс-конференции и вообще в ходе переговоров с Путиным. То есть это основные параметры позиции США, на которые Трамп наплевал, и о чем он там говорил с Путиным, известно только ему, помощнику, ему не помощнику, а переводчику и Господу Богу. Вряд ли, я очень сомневаюсь, судя по его внешнему виду, когда он вышел после этой встречи за закрытыми дверями, я очень сомневаюсь, что он там жестко отстаивал интересы США. Так вот, он растоптал, наплевал на эти talking points,
Ну, лично меня это наводит на мысль, что это были правильные talking points, то есть правильные тезисы, которые написал Берлинер. Ну и американские СМИ, оповещая о его назначении, пишут. Это очень важно, я вам процитирую. Это назначение предпринято в то время, когда администрация Байдена ускорила поставки танков, боеприпасов и средств ПВО в Украину в преддверии ожидаемого весеннего наступления украинских войск, которое может помочь определить, сможет ли Киев отвоевать у России новые территории, или российские силы смогут сдержать наступление, и конфликт перерастет в затяжную войну на истощение. То есть критически важный момент в истории вообще, ну и в той войне, которая идет более года на территории Украины. Критически важен прежде всего для Украины. То есть решается, по сути дела, так считают многие в Вашингтоне, округе Колумбия, критически важный момент. В этой связи некоторые мои зрители говорят, что у меня это типа фраза «паразит», да, в этой связи. Но должен сказать, что это хорошая фраза «паразит», потому что это самая, не то что популярная, самая часто встречающаяся фраза в аналитических документах разведслужбы Советского Союза. Но я думаю, что, наверное, скорее всего, Российской Федерации, потому что корни этого уходят вглубь, если не веков, то вглубь десятилетий. Так что, извините, это, так сказать, профессиональное. В этой связи, ну, во-первых, должен отметить, что это господин Берлинер становится важнейшим человеком для Украины. Это, видимо, правильный человек, поскольку рекомендован Викторией Нуланд, и он должен внести правильную струю или правильную коррекцию, если это необходимо, в позицию некоторых представителей Совета национальной безопасности США по Украине. Ну, я так намекаю на разделяемую многими идею, что господин Салливан не всегда занимал позицию, которая полностью отвечала интересам Украины, в отличие, допустим, от министра обороны Остина и госсекретаря Блинкена. Теперь, смею надеяться, и Совет национальной безопасности будет ближе к позиции Госдепартамента США и Пентагона. Ну и, наконец, в связи с этим приближением решающего момента. В последнее время несколько американских газет, последняя это была «Нью-Йорк Таймс», публикуют такие, я бы сказал, алармистские статьи, и мне по поводу них задают вопросы, просьба прокомментировать мои зрители. Речь идет о том, что якобы напрасно ВСУ вот так ожесточенно сопротивляются и не сдают Бахмут, потому что при этом, значит, ВСУ несут неоправданные уже потери и в живой силе, и в боеприпасах, которых якобы расходуется слишком много, и это все, то есть потери в живой силе и боеприпасах, не позволит эффективно совершить вот это самое контрнаступление. По этому поводу со ссылкой на свои контакты в Вашингтон, Д.С. среди военных и других специалистов всяких, скажем так, непубличных учреждений, хочу вам сказать следующее. Что то, что происходит под Бахмутом, это результат сознательного, взвешенного, рационального решения, которое рациональность, взвешенность и правильность которого понимают
высшие военные руководители Соединенных Штатов Америки, стран НАТО и руководство вооруженных сил Украины. Главное, я вам об этом уже рассказывал, главное состоит в том, что для наступления необходимо было подготовить, генерал Кларк говорил, от 6 до 9 бригад, в результате подготовили 3 корпуса, по 20 примерно бригад каждый, а если территориальная оборона, то насчитывается там чуть ли не 28 новых бригад ВСУ, которые вооружены будут, и уже вооружены, большая часть из них, натовским оружием, укомплектована бойцами ВСУ и подготовлены к действию по стандартам НАТО. Для этого тысячи этих людей, даже десятки тысяч, нужно было выдернуть с поля боя Украины, перебросить их в Европу, где-то недель на 5 пройти там боевую подготовку и вернуть обратно. И для этого нужно было сковать врага где-то. И таким местом стал Бахмут. То есть такое место, оно было обречено появиться. Потому что просто оставить поле боя и дать возможность врагу идти дальше ВСУ не могли. Если бы они оставили Бахмут, враг пошел бы дальше, все равно пришлось бы где-то их остановить. Полностью, так сказать, остановить боевые действия на период подготовки этих 3 корпусов было невозможно. Поэтому вот так вот получилось, волей судеб оказался Бахмут, тем местом, где врага сковали, нанеся ему непропорциональные потери в живой силе и боевой техники и амуниции. По поводу живой силы. Враг несет, как мне говорят здесь, знающие люди, враг несет гораздо большие потери, чем ВСУ. Что касается боеприпасов, это ложный посыл, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы до такой степени, что их совсем не будет для весенне-летнего наступления. Все просчитано, господа, все учтено. Здесь нигде не принимается, так сказать, на веру, на авось. Американцы все просчитывают, компьютер работает, искусственный интеллект, и руководство ВСУ. Это опытнейшие люди, и генерал Залужный, как здесь считается, это, можно сказать, Бог послал в трудный момент Украине, чтобы ее спасти. Поэтому все учтено и просчитано, и для наступления будет и живая сила, и будет необходимое количество техники. Почему появляются такие статьи в американских средствах массовой информации? Демократия, господа, свобода слова, масса экспертов появилась, у каждого свое мнение, в том числе у так называемых пиджаков, которые изучали военное дело в гражданских университетах, никогда не служили в армии. Иногда они генерируют блестящие просто мысли. Например, флотилия бомбардировщиков Б-52 стратегических, сама их идея возникла в недрах Rand Corporation десятки лет назад. И она до сих пор жива, до сих пор такая флотилия существует, правда, там не столько уже Б-52, сколько другие, но тем не менее. Но иногда бывают промашки, то есть эмпирические, так сказать, расчеты, слишком много людей гибнут, а давайте отойдем, а может там много тратят. То есть те, которые дают такие интервью, у них нет конкретных цифр, которые они могли бы посчитать, сколько в запасах реальных амуниции, боеприпасов есть у ВСУ, сколько они расходуют и сколько у них останется на весенне-летнее наступление. Поэтому здесь и кроется эта ошибка. Поэтому я с оптимизмом смотрю, продолжаю с неискоренимым оптимизмом смотреть в будущее. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет, господа, за нами. Мордор будет разрушен.
его пахан будет привлечен к ответственности, к уголовной, как военный преступник, или же он может избежать этой участи только в результате естественной или неестественной смерти. Ну, как, скажем, Каддафи, допустим. Или же его могут выдать подельники. То есть в любом случае он стал, уж ярко выраженным, нерукопожатным человеком, официальным изгоем во всем мире, а вместе с ним и все его государство. Ну и учитывая, я вот смотрел на физиономии российских промышленников и предпринимателей, перед которыми на днях выступал Путин и рассказывал там, как будут блестяще развиваться дальше экономика России новыми темпами. Вот я смотрел на их физиономии, и я понимал, что они во все это не верят. То есть они категорически в это не верят. Они понимают, что практически все они, включая так называемых олигархов, скоро потеряют все свои деньги, превратятся в люмпенов, большинство из них. И все это по вине вот этого плешивого военного преступника. Поэтому последующие годы, вот начиная с сегодняшнего дня, каждый день у него будет проходить в тревоге, я в этом уверен. И ему часто придется менять место, где он будет спать, где он будет проводить каждую последующую ночь. Это он сам себе создал. То есть такого никому не пожелаешь. Счастьем там и близко не пахнет. Ну что ж, заслужил. Он все это сделал своими собственными руками. А вам, друзья, как всегда, я желаю выдержки, мужества и абсолютной веры в неизбежность нашей победы. До новых скорых встреч!